Если бы кто-нибудь спросил вас, кто был самым богатым преступником всех времен, вы бы, наверное, ответили. Привет, я Лунтик. Неправильно. Попробуй еще раз. Честно говоря, я не знаю, что вы ответили, но я надеюсь, что вы прочитали название видео. Но вы можете не знать точно, насколько абсурдно богатым этот человек был на самом деле. Огромную часть своего времени молодой Пабло проводил в бедных кварталах Медельина, который был настоящим рассадником преступности. Эскобар стал красть надгробия с местного кладбища и, стирая надписи, продавать их панамским перекупщикам. Затем он продавал сигареты и марихуану, подделывал лотерейные билеты. Вскоре он создал небольшую банду и начал промышлять угоном дорогих автомобилей для продажи на запчасти. Затем ему пришла мысль заниматься рэкетом. В 1971 году люди Пабло похитили богатого колумбийского промышленника Диего Эчеварио, который после длительных пыток был убит. Эскобар открыто заявил о своей причастности к его убийству. Бедняки Медельина праздновали смерть Диего Эчеварии и в знак признательности Эскобару стали уважительно называть его Эль Доктор. Грабя богатых, Пабло строил беднякам дешевое жилье, и его популярность в Медельине росла изо дня в день. В 1970-е годы США были страной с неограниченным рынком для наркоторговли. На смену марихуане должен был прийти новый наркотик, и им стал кокаин. Эти растения были широко распространены в Колумбии, и Эскобар поставил производство наркотиков на поток. Летом 1977 года Эскобар и еще трое крупных наркоторговцев, объединившись, создали организацию, которая стала называться Медельинским картелем. Пабло Эскобар стал непререкаемым авторитетом кокаинового мира и абсолютным лидером Медельинского картеля. Он подкупал полицейских, судей, политиков. Если подкуп не действовал, то в ход пускался шантаж. Но в основном картель действовал по принципу плата о пломо, с испанского серебро или свинец. В 1982 году Пабло Эскобар выдвинул свою кандидатуру на выборах и в свои 32 года стал замещающим конгрессмена Конгресса Колумбии. Проникнув в Конгресс, Эскобар начал мечтать о посте президента Колумбии. Стараниями министра юстиции его политическая карьера закончилась раз и навсегда. Тем не менее, Эскобар не собирался тихо уходить и решил отомстить министру. Два боевика на мотоцикле устроили засаду и застрелили его. Администрация президента США Рональда Рейгана объявила свою собственную войну распространению наркотиков. Между США и Колумбией было достигнуто соглашение, согласно которому колумбийское правительство обязалось выдавать американскому правосудию кокаиновых баронов, занимавшихся переправкой наркотиков в Соединенные Штаты. На тотальную войну, начатую правительством, наркомафия ответила террором. Пабло Эскобар создал террористическую группу, получившую название Los Extraditables. Он был вынужден строить тайные убежища по всей стране. Благодаря информации от своих людей в правительстве он успевал на один шаг опережать правоохранительные органы. К тому же крестьяне всегда предупреждали его при появлении подозрительных людей, машин с полицейскими или солдатами, или вертолета. 27 ноября 1989 года люди Пабло Эскобара подложили бомбу в пассажирский самолет Boeing 727, на борту которого находились 101 пассажир и 6 членов экипажа. Ни один из находившихся на борту людей не выжил. По стране прокатились массовые рейды, при которых подвергались уничтожению химические лаборатории и плантации коки. В ответ на это Пабло Эскобар дважды предпринял покушение на шефа колумбийской секретной полиции генерала Мигеля Масу Маркеса. К началу 90-х годов Пабло Эскобар возглавлял список самых разыскиваемых наркоторговцев США. На пике власти Эскобара с поправкой на инфляцию в долларах 2012 года его собственный капитал оценивался в размере 30 миллиардов долларов США. 30 миллиардов долларов США очень сложная цифра для осмысления, так что давайте посмотрим на нее с другого ракурса. В 1989 году Пабло Эскобар был седьмым самым богатым человеком в мире по оценке Forbes. Если бы он был жив сегодня и делал ту же сумму денег, он мог бы занять 18 место в этом списке. Двигателем, который обеспечил ему его огромное богатство, был Медельинский картель. Безжалостная наркоорганизация настолько большая, что ее можно было поместить в список Fortune 500. Какое-то время картель фактически владел целым островом на Багамах, который они использовали как заправочный пункт для своих самолетов, перевозящих контрабанду кокаина из Колумбии. На острове была взлетно-посадочная полоса длиной 1 километр, где они сажали свои большие самолеты, переносили кокаин на самолеты поменьше и на них переправляли его на грязные грунтовые дороги на юге Флориды, где кокаин выходил на улицы США. Картель делал от 5 до 7 этих рейсов каждый день в период своего расцвета и даже имел флот из 2 подводных лодок. Всего в Соединенные Штаты контрабандным путем картель ввозил около 15 тонн кокаина в день. Это означало, что они контролировали от 84 до 90% поставок кокаина в Соединенные Штаты и около 80% от всех поставок кокаина. 1 килограмм кокаина обходился картелю в среднем в $1000 для переработки и еще $5000 для контрабанды в Соединенные Штаты.
пилоты, нанятые картелем, могли заработать до $500 тысяч за рейс в Соединенные Штаты. Оказавшись на улицах, этот килограмм, доставка которого стоит $5 тысяч, можно продать по цене от 50 до 70 тысяч долларов. Это означало, что картель Эскобара получал доход в $60 миллионов в день. Это равняется 420 миллионам долларов каждую неделю. И это означало операционный годовой доход в размере 22 миллиардов долларов. Они зарабатывали столько денег, что приходилось тратить около $1000 каждую неделю только на резинки для того, чтобы держать свои горы наличных в чистоте и порядке. У них заканчивались места для хранения денег, и их приходилось прятать в старых изношенных складах и даже закапывать в отдаленных полях. Эскобар решил списать 10% своей ежемесячной выручки просто потому, что примерно столько было съедено крысами или повреждено водой. Это около 2,2 миллиарда долларов в год. Деньги были просто уничтожены, и это практически не отразилось на бизнесе Эскобара. Это человек, который однажды сжег $2 миллиона наличными, просто чтобы согреть свою дочь, когда она замерзла. Теперь давайте посмотрим на эти цифры. Как уже говорилось ранее, эти цифры настолько астрономически высоки, что их очень трудно визуализировать. Давайте подумаем о том, как среднегодовой доход для кого-то в Колумбии сегодня составляет $5194. Это означает, что сегодня потребуется 4 235 657 средних колумбийцев, которые объединят свои годовые доходы, чтобы соответствовать Пабло Эскобару. Для сравнения перенесемся в США. Средний годовой доход домохозяйства здесь составляет $51 939. Это означает, что средней семье в Соединенных Штатах пришлось бы работать 1155 лет, экономя все свои деньги, заработанные в процессе, просто для того, чтобы равняться той же сумме денег, которые картель Пабло Эскобара Медельин делал всего за один день. Поразительно, чтобы соответствовать сумме денег, которые картель делал за один год, 423 574 средних американских домохозяйства должны будут объединить свои ежегодные доходы. Примерно такое же население у города Майами. А как насчет собственного капитала Эскобара в 30 миллиардов долларов? Это значение настолько велико, что примерно эквивалентно всему ВВП Парагвая 2016 года, страны с населением 6 783 000 человек. Если медельинский картель на пике на самом деле числился американской компанией в Fortune 500, сегодня он был бы 129-й по величине компании по годовому доходу, зарабатывая больше денег, чем Союз Pacific Railroad Company, а также больше денег, чем Starbucks, Staples, Coles, Southwest Airlines и даже Facebook. Но все это богатство не могло существовать вечно. Картель Эскобара был ответственен примерно за 3500 убийств, 500 из которых были полицейскими в городе Медельин. Осенью 1993 года медельинский кокаиновый картель начал распадаться. На следующий день после своего дня рождения, 2 декабря 1993 года, Эскобар позвонил своей семье. Этого звонка охотившиеся за ним агенты ждали много часов. На этот раз, разговаривая со своим сыном Хуаном, Эскобар оставался на линии около 5 минут. После этого Эскобара засекли в медельинском квартале Лос-Оливас. В отчете о вскрытии упоминаются 3 пулевых ранения. Первое в плече, второе в левой ноге и третье, смертельное, в правой части головы. Хуан Пабло Эскобар уверен, что смертельный выстрел сделал никто иной, как его отец, так как наркокороль неоднократно рассказывал сыну, что если враги окружат его, он сам застрелится своим любимым пистолетом в правое ухо, чтобы избежать захвата живьем.